1931 году люди покинули этот остров. Они думали, что овцы погибнут за одну зиму. Но когда ученые вернулись через 60 лет, они нашли 3000 диких овец, которые пережили штормы, холод и голод. И самое странное, в конце концов людям пришлось уничтожить их всех. Если взглянуть на карту южного полушария, то между цветущими лугами Новой Зеландии и ледяным панцирем Антарктиды можно заметить крошечные точки. Это субантарктические острова, места, где климат проверяет на прочность саму идею жизни. Среди них остров Кэмпбелл-Айленд, занимает особое место. Сегодня это территория абсолютной тишины, нарушаемой лишь ревом ветра, который здесь называют неистовыми 50-ми. Но история Кэмпбелла — это не только география. Это масштабная драма в 5 актах о том, как человеческая алчность столкнулась с биологическим упрямством, и о том, как домашнее животное, символ кротости, превратилось в сурового покорителя скал. Прежде чем на острове появилось первое блеяние овцы, он познал ужас промышленного истребления. Остров был открыт в январе 1810 года капитаном Фредериком Хасселбора на судне «Персеверанс». Он искал новые лежбища морских котиков, чьи шкуры ценились в Китае и Европе. Первые десятилетия истории Кэмпбелла были написаны кровью. Охотники высаживались на берега и буквально за несколько лет уничтожили популяцию котиков, насчитывавшую десятки тысяч особей. Когда котики закончились, пришли китобои. На берегах бухты Персеверанс-Харбор были установлены огромные чаны для вытапливания жира. Дым от сжигаемого китового сала месяцами застилал небо над островом. Сам Хасселбора не пережил своего триумфа. Он утонул в ледяных водах гавани всего через полгода после открытия острова. Лодка перевернулась при загадочных обстоятельствах, и вместе с ним на дно ушли еще 2 спутников, включая женщину по имени Элизабет Фарр. Говорят, ее призрак, леди в сером, до сих пор блуждает среди туманов Кэмпбелла. Эти ранние трагедии создали острову репутацию проклятого места, где природа берет высокую плату за вторжение. К концу XIX века китобойный промысел пришел в упадок, и правительство Новой Зеландии решило, что остров, несмотря на его удаленность 700 километров от цивилизации, может стать прибыльным пастбищем. В то время овечья шерсть ценилась дороже золота. Идея казалась безумной – пасти овец там, где солнце показывается лишь на 600 часов в году, а средняя температура редко поднимается выше плюс 10 градусов Цельсия. Но жажда наживы была сильнее здравого смысла. Первым арендатором стал Джеймс Кэмпбелл, однофамилец острова. В 1896 году судно, перегруженное стройматериалами и живым товаром, подошло к берегам. На берег сошли люди и первые несколько сотен овец породы Меринос и Линкольн. Представьте себе состояние этих животных. После изнурительного плавания по штормящему океану их выбросили в мир, где нет ни одного дерева. Остров Кэмпбелл покрыт специфической растительностью, так называемыми мегатравами. Это гигантские цветы с огромными листьями, эволюционировавшие так, чтобы поглощать каждый квант скудного света. Фермеры столкнулись с нечеловеческими трудностями. Отсутствие древесины. Каждый столб для забора, каждую доску для хижины приходилось везти с материка. Строительство превращалось в логистический кошмар. Топи и болото. Почва острова – это глубокий торф, пропитанный водой как губка. Овцы, привыкшие к твердому грунту, проваливались в болото по самую шею и погибали от истощения. Ветер. Скорость порывов здесь достигает от 150 до 200 км в час. Хижины приходилось буквально привязывать стальными тросами к скалам, чтобы их не унесло в океан вместе с обитателями. Несмотря на это, к 1910 годам поголовье выросло до 8000 особей. Остров превратился в гигантскую фабрику шерсти в центре штормового ада. Жизнь пастухов на Кэмпбелле заслуживает отдельного романа. Это были люди, добровольно выбравшие изгнание. Связь с миром осуществлялась раз в полгода. Часто корабли не могли подойти к острову из-за 10-метровых волн, и тогда люди переходили на рацион из оленины и яиц альбатросов. Одиночество сводило с ума. В архивах сохранились записи о конфликтах между пастухами, которые месяцами не видели других лиц. Единственным развлечением было наблюдение за пингвинами и бесконечная стрижка овец. Шерсть на Кэмпбелле становилась уникальной. Из-за постоянной влажности и морской соли она была пропитана ланолином и жиром настолько сильно, что становилась практически водонепроницаемой, но невероятно тяжелой. К 1930 годам мировая экономика изменилась.
Великая депрессия обрушила цены на шерсть. Содержание фермы на острове, где логистика стоила баснословных денег, стало убыточным. В 1931 году последний фермер покинул остров. Овец просто оставили. Людям казалось, что без человеческой опеки эти нежные создания погибнут в первую же зиму. Природа должна была забрать свое. Но произошло невероятное. Овцы не только не погибли, они начали трансформироваться. Оставшись один на один с дикой природой на долгие 60 лет, популяция прошла через жестокое сито естественного отбора. Это был уникальный биологический эксперимент, поставленный самой жизнью. Что изменилось в овцах Кэмпбелла? Шерсть – панцирь. У них перестал работать механизм линьки и стрижки. Шерсть росла бесконечно, превращаясь в огромные войлочные колтуны толщиной от 30 до 40 сантиметров. Этот панцирь стал их единственным спасением от ледяного горизонтального дождя. Ноги стали короче и мускулистее, копыта необычайно твердыми и острыми. Домашняя овца превратилась в подобие горного козла, способного забираться на отвесные кручи в поисках лишайников. Социальный строй. Из пугливых стадных животных они превратились в осторожных одиночек. Они научились прятаться в пещерах и за скальными выступами во время ураганов. К 1970 году на острове все еще жили около 3000 овец. Ученые были поражены. Мериносы, символы одомашнивания, превратились в совершенно новый подвид, адаптированный к субантарктике. Они стали призраками, мелькающими в густом тумане, недоверчивыми и сильными. Почему же их решили уничтожить? Причиной стали уникальные растения, которые ботаники называют чудом южных широт. На острове Кэмпбелл произрастают виды, которых нет больше нигде. Например, Pleurophyllum speciosum – гигантская ромашка с фиолетовыми цветами размером с тарелку. Овцы, будучи инвазивным видом, поедали эти растения с катастрофической скоростью. Они вытаптывали хрупкую торфяную почву, вызывая эрозию. Там, где раньше цвели антарктические сады, оставались лишь голые и стоптанные копытами пустоши. Вместе с растениями начали исчезать уникальные насекомые и птицы, которые не умели летать и гнездились прямо в траве. В 1970-х годах научное сообщество Новой Зеландии разделилось на два лагеря. Генетики умоляли сохранить овец, так как их генофонд стал уникальным – устойчивость к болезням, холоду, влаге. Предлагалось вывести часть стада на материк для изучения. Экологи требовали полной зачистки. Для них овцы были экологической катастрофой на 4 ногах. Победили экологи. Началась долгая и печальная кампания по ликвидации. С 1970 по 1991 год профессиональные охотники прочесывали каждый овраг. Последняя овца была застрелена в 1991 году. Это было технически сложное и психологически тяжелое мероприятие. Уничтожать животных, которые доказали свое право на жизнь, выстояв там, где сдался человек. С момента исчезновения последней овцы остров преобразился. Результаты поражают воображение биологов. Остров Кэмпбелл восстанавливается с невероятной скоростью, доказывая, что природа обладает феноменальной памятью. Мегатравы снова покрывают склоны гор, превращая их в подобие инопланетных ландшафтов. Популяции альбатросов вернулись на свои исконные места гнездования. Кэмпбельский чирок, маленькая уточка, которая считалась вымершей именно из-за овец и крыс, была вновь обнаружена на соседнем крошечном островке и успешно возвращена на Кэмпбелл. Но дух человеческого присутствия все еще там. На острове сохранились остатки деревянных загонов, которые теперь напоминают скелеты древних монстров, медленно поглощаемые зеленым мхом. В прибрежных водах ржавеют остовы кораблей, а в музеях Новой Зеландии хранятся образцы той самой стальной шерсти. История острова Кэмпбелл – это зеркало нашего отношения к планете. Мы приходим со своими правилами, привозим свой устав и своих животных, надеясь превратить дикий хаос в уютный сад. Но остров Кэмпбелл показал нам две важные вещи. Во-первых, что даже самое кроткое существо под давлением обстоятельств способно на невероятную эволюцию. Овцы Кэмпбелла были живым доказательством силы жизни. Во-вторых, что наше вмешательство всегда имеет цену, которую платит природа. Сегодня Кэмпбелл – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, где природа выиграла войну. Это памятник тому, что жизнь невероятно пластична и сильна, но человеческие амбиции – лишь краткий миг в истории древних скал, омываемых ревущими водами Великого Южного океана. Остров снова стал тем, чем и должен быть
суровым, прекрасным и абсолютно свободным от человека. Когда последний исследовательский катер отходит от причала Персеверанс-Харбор, над островом смыкается туман. И в этом тумане больше нет блеяния овец. Только крик альбатроса и вечный гул ветра, который, наконец, остался единственным хозяином этой земли.